Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я готовлю самый легкий крем-пломбир, который вообще существует и по способу приготовления, и по вкусу. Без яиц, без сметаны, без сливок и без желатина. В основе этого крема у нас будет пудинг. Также этот крем называется немецкий пудинговый масляный крем. Это рецепт из Германии, и я хочу сегодня с вами им поделиться. В основе этого крема лежит, конечно же, пудинг. Пачка вот такая пудинга, 37 грамм в ней. Но сегодня я ее не использую. Я буду сегодня использовать обычный кукурузный крахмал. Потому что в той пачке и есть тот крахмал, просто слегка с солью. Здесь у меня 350 грамм молока. Я его сейчас довожу до кипения в ковшике. Видите, на полном огне. Также в мой крахмал сейчас я добавляю щепотку соли. Здесь очень простые ингредиенты, даже яиц нет в этом креме, но вкус вас очень удивит. Здесь у меня ванильный сахар. Вы же можете брать экстракт ванили, но вот эта общая масса сахара должна составлять 100 грамм. Этот крем содержит самое наименьшее количество сахара из всех известных рецептов крема пломбир. Всего лишь 100 грамм. Минимум 150 грамм во всех известных рецептах других. Здесь 150 грамм у меня молока комнатной температуры. Сухую смесь я сейчас ввожу в это молоко и перемешаю эту всю смесь до полной однородности, чтобы растворился полностью весь крахмал и весь сахар. Это будет сделать несложно. Там в сторонке у меня стоит 250 грамм масла. Оно нам пока не понадобится. Оно просто стоит и нагревается до комнатной температуры. Я его только что достала из холодильника. Итак, смесь моя полностью вся растворяется. Теперь мое молоко доходит уже до кипения в ковшике 350 грамм. Видите, оно поднимается, оно у меня закипает. Я его снимаю с огня. Оно закипело. Ни в коем случае мы его не кипятим. Мы его просто доводим вот так до кипения. Сейчас я беру мой венчик и начинаю уже в центре моего ковшика как бы вот такие движения делать венчиком, чтобы постоянное помешивание шло. И вот при этом постоянном помешивании венчиком я ввожу туда всю мою пудинговую смесь. И просто потом я опять же поставлю его на огонь. И при умеренном огне, в этот раз не на полную мощность, а где-то на среднем таком уровне, я буду это доводить до кипения. Вот так же постоянно помешивая. Я весь этот процесс не стала здесь снимать, но вы должны просто учесть, что нужно постоянно будет мешать эту смесь. Смесь у меня густеет, она сразу же вы ее почувствуете, как она загустеет. Готовится это элементарно, гораздо проще, чем на яйцах. И видите, пошли первые бульки, и я снимаю уже с огня. Заварная моя основа готова. И вы будете, когда этот крем будет готов, вы будете приятно удивлены, насколько же он вкусный и легкий. И он действительно напоминает вкус советского подтаявшего мороженого пломбир. И теперь я переливаю эту смесь, мою заварную основу, в емкость, в которой она будет остывать до комнатной температуры. Остывать эта смесь у меня будет минимум часа 3. И если вам нужна срочная, срочная эта основа, вы ее можете поставить на ледяную баню, то есть вы можете очень холодную воду налить в миску и там просто остужать уже вот в этой емкости. Видите, дно совершенно чистое, ничего у нас не подгорело. Это очень важно, потому что очень многие не могут варить заварную основу на яйцах, потому что пригорают яйца. Пленкой в контакт обязательно сразу же горячую заварную основу накрываем, чтобы не образовалось у нас сверху корочки. И в таком виде мы это оставляем при комнатной температуре остывать. Минимум часа на 3. Оставляем остывать. Масло же наше, я всегда обычно, когда я начинаю варить заварную основу, я достаю масло из холодильника и ставлю его наоборот нагреваться до комнатной температуры. И вот эти две наших субстанции должны сейчас дойти обе до комнатной температуры. Прошло у меня минимум 3 часа. Теперь я вам хочу показать, какой консистенции должно быть масло. Видите, оно очень размягчилось, но оно держит форму. Вот именно до такой консистенции должно дойти наше масло. 250 грамм
грамм масла у меня здесь. Все естественные ингредиенты будут полностью написаны точно в описании под данным видео. И теперь я это буду взбивать, масло сначала, а потом уже с пудинговой основой. Я удаляю всю пищевую пленку с моей пудинговой основы. Пудинг, смотрите, уже как застыл у меня хорошо, он очень хорошо держит форму, и какой он светлый, потому что там нет яиц. Теперь масло я взобью, где-то буду взбивать минуты 3, взобью до такой кремообразной пышности. И побелеет масло очень сильно, практически как цвет пудинга оно приобретет. Видите, я просто здесь сократила видео, конечно. Смотрите, какое белое масло у нас становится. Масло у меня здесь очень качественное, 82% жирности. Вот до такой консистенции мы должны довзбивать наше масло. Теперь по паре ложек я буду вводить туда пудинговую основу. Особо сильно взбивать здесь ничего не нужно. Здесь уже достаточно у нас взбито масло, и этого нам уже хватит. Просто вот так вот активно все это перемешиваем. И буквально вот так по паре ложек пудинга добавляем постоянно. И чтобы просто получилась такая однородная плотная масса. Крем этот на вкус, как крем-пломбир на сливках, но он абсолютно без сливок. И этот крем, он идеально держит форму. Чего нельзя сказать о креме пломбир на сливках, а по вкусу такой же нежный. И не приторный абсолютно крем, потому что всего лишь 100 грамм сахара. Попробуйте, если вам понравился такой рецепт. Я буду очень рада, что вы попробуете именно немецкий пудинговый масляный крем. Правильно он по-немецки так называется. И смотрите, какой он светлый, благодаря тому, что у нас там нету яиц. Сейчас все это до конца я уже перемешиваю. И, в принципе, крем уже мой готов. Крем этот очень хорошо держит форму. Вы можете также украсить пирожные, шапочки у капкейков, домашний тортик. Им также можно выровнять с боков домашний тортик. Вот такая плотная консистенция у крема получается. А на вкус, как будто он со сливками. Удивительный крем, но очень-очень вкусный. Теперь я хочу взять просто кондитерский мешок и показать вам, как этот крем отсаживается именно из мешка, чтобы, если кому-то интересно украшать этим кремом именно капкейки, или пирожные, или домашние торты, можете использовать смело. Он будет держать форму, этот крем. Я обязательно покажу еще десерты на моем канале именно с этим кремом. И обязательно покажу, как я его использую именно в начинке. Смотрите, какие очень красивые розеточки получаются из этого крема. И ничего мы здесь, ни желирующих средств никаких не добавляли. И он выходит гораздо более бюджетным, нежели, допустим, крем сливочное масло со сгущенкой. Потому что крахмал и молоко стоят гораздо-гораздо дешевле, чем сгущенное молоко. И крем очень-очень светлый получается по цвету. Видите, какой? Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выходы новых моих видео. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.